Привет, ребята. Короче, пакет пришел с Уссурийска к нам. Вот моя опять мастерская, та же самая. Ничего не поменялось здесь. Короче, вот пришел он в таком пакете. Ну, я уже его открыл, на самом деле. Вот он весь разбитый пакет. Сейчас, короче, вот так это все выглядит. То есть пакет пришел весь разбитый. Посмотрим, что там дошло, что разбилось. Так вот, прокладки на мотор. Это нога, я думаю, пришла. Потом я открою, посмотрю. Вот. Посмотрим, что здесь еще. Вот я вижу конфеты. Ага. Вафли. Прикольно. Шоколадки. Спасибо большое. Обязательно с чаем попьем. Одна вот Аленку разбили. Но ничего, думаю, съедобность ее не ухудшилась от этого. С чаем попьем. Спасибо. Еще морская капуста. Шоколадка. Ну и тут запчасти кое-какие с моим мотором. Мотору, я думаю, ничего не стало. Вот запчасти, все это вот в таком виде, короче. Наклейка ваша вот пришла. Ее всю порвали, видите. То есть все, пакет дошел не совсем так хорошо, как туда. В общем, все вот в таком вот виде. Вот. Все разбросано здесь. Ну, спасибо за шоколад. Вот помпа. Помпа вроде бы не разбитая. Ну, короче, тоже чуть и досталось. Все, что я просил здесь. Ну, вот как-то так. Вот. Все, давайте. Это я. Да, короче, распаковал. На моторе вроде бы ничего нигде не оббито. А вот нога немного пострадала. Вот кусков металла прям нету. Еще не знаю. Ну, глубоких прям глубокие куски выбиты вот здесь на ноге. Здесь оббито. Вот здесь побито. Вот. Ну, конечно, неприятно, но что есть. Ну, вот такие дела. Вот это прям, конечно, жалко. Здесь прям сильно. Вот, видите. Вот такие дела. Мотор тоже побитый. Но вроде нигде ничего так не отломано. Пока не вижу, чтобы что-то сломано было. Ну, короче, пакет швыряли сильно. Вот. Ну, что есть. Вот ставим моторчик, прикрутили выхлопную. Прокладки все поменяли. Здесь прокладочка новенькая. Вот. Сейчас запихнули все это туда. Сальники тоже поставили. Нижний сальник на валу. Вот. Эту тягу тоже поставили. Ну, вот так это сейчас выглядит. Поставили им карбюратор. Прикрутили. В общем, расскажу немножко, какое масло буду лить. Ну, вот в этот моторчик. В общем, вот это масло я залил в Гетрибы. От Ликвимоль купил. Вот, вошло туда 1,5 тюбика. Я уже до этого просто покупал. Вот. А вот это двухтактное буду лить для обкатки
в бензин. Была история просто. У меня квадрик есть, квадроцикл есть, Кимко. И вычитал в интернете там про Матюль, что Матюль там самое классное масло, там даже лучше Ликвимоль и всех остальных, там бля-бля-бля. Ну и начал, короче, купил его, залил в двигатель, поездил пару дней, масла нет. Вот так, короче, думал что-то с двигателем, оказалось просто, он его просто, ну, испаряется куда-то. Купил Ликвимоль масло, залил, короче, все это дело туда. Вот. И мои проблемы закончились. Никуда масло перестало никуда не деваться. Все остальное, поэтому как бы, ну, я не такой уж. Нехороший опыт у меня такой с Матюлем. Вот. Но оно много раз дешевле, конечно, чем Ликвимоль, там я не спорю. Но качество мне не нравится. Ну вот так, короче, собираем. Короче, более-менее добились, ну, нормальных оборотов. Иногда бывают чихи еще, ну, редко, когда прогревается нету. Вот. И вот он сейчас на обкатке стоит, вот мы воду подливаем постоянно, вода течет, обновляется вода, вот тут она стекает, вот видно, ручейком. И вот так он у нас обкатывается, стоит. Вода ледяная идет туда, так что вода не прогреется в бочке, ничего. Может, я думаю, сейчас немножко больше даже открыть. Прицепили тахометр, это сейчас скорость включена у него, пока на малых оборотах все это. Немного дымит, видно, но не так уж сильно. Ну, в общем, вот так мы его обкатываем на стандарте. Вот. Такой мы прицепчик с отцом сделали. Ну, в общем, делали все сами, варили. Ну, естественно, сама Оксана покупная. Ой, крылья. Ну и вот тут вот эти причиндалы, которые сам не сделаешь. Вот это вот все. А так, раму все сварили, сделали. Какие сейчас крепления сделал для этого. Думал, короче, такую байду надумал. Вот. Ну, я не один, то есть с отцом делаем вдвоем. Вот, на 750 килограмм он. Ну, для нашей маленькой лодочки, короче, вполне хватит. Ну вот, обкатка нашего мотора подходит к концу. Будем выкатывать, я выкатываю только один бак, больше не будет. В среднем молотил на таких оборотах 2,5, 2700. Вот что в баке осталось, 25 литров внутри, там 24,5. Вот, максимальные обороты, которые давал, 4000, все остальное на воде. Вот, то есть мы с ним уже поедем в Хорватию. Скорее всего, не знаю, тут на канале будем его еще кататься, не будем кататься здесь по Германии или по Голландии. Вот. Ну, в общем, такие дела. Наклейку переднюю уже снял, там наклею 9,9. А сзади будет наклейка пацанов от сицилийской, фирменная. Вот. Ну, как-то так, в общем. Так он работает. Ну, это еще на обкаточной смеси все. Вот это сейчас где-то 4000 примерно оборотов. 4,5. Ну, в основном так только очень-очень коротко давал, да. Не отваливаем ему пока. Да мне это ни зачем. Потихоньку обкатаем. Обороты нет, я ему менял. Чуть больше, чуть меньше. Вот такие дела. Постоянно он на шланге подается свежая вода. То есть постоянно вода меняется. Ну вот как-то так. Вот такая Ямаха. Вот нога. Я зачистил эти места, загрунтовал их и вот так покрасил ногу, чуть подкрасил. Мелкой шкуркой прошелся, не стал там ничего заморачиваться сильно. Такие вот так это выглядит, сохнет сейчас. Вот. Значит, использовал вот такую вот краску. Вот. И грунтовка. Грунт использовал только там, где
облезло уже все это. Вот такой грунт использовал для алюминия. Не думаю, что это все так супер покрашено, конечно. Ну, на сезон хватит точно. Там, что опять подкрашу. Угу. Все обезжирил, все как надо. Привет всем. Хочу рассказать про двухтактные моторы в Европе, в Германии. Сам этим вопросом интересовался, когда мотор приобретал. Вот. Что я могу сказать? Можно использовать в Германии, можно использовать во всей Европе. То есть на них у меня и кенты есть, двухтактники у них стоят. Вот. И единственное правило, что нельзя заливать обыкновенное двухтактное масло. То есть масло должно быть, которое биологически растворяется потом в воде, то есть не наносит ущерб природе, так скажем. Спросите, как это отличается? Отличается очень просто. Если двухтактное масло, сейчас вот, допустим, в бочке вы будете откатывать обыкновенное, у вас будет синяя пленка разноцветная такая сверху. Если вы будете использовать для лодочных моторов масло здесь, которое в Европе допуск имеет, то она серая вода будет просто, такого серого цвета. С чем это связано, я не знаю, наверное, на каких-то биологических, на подсолнечном масле оно сделано, или хрен его знает, короче, я не знаю. Вот. Но его можно использовать и везде, можно на этом моторе кататься. Если какие-то есть зоны, как защищенные зелеными, что туда не, там ни на каком моторе нельзя ходить, ни на двухтактном, ни на четырехтактном, ни на каком. А если где открыто для лодомоторников, все это, короче, все двухтактники катаются. И скажу больше, тут баржи, они вообще на маслах работают, там какая-то смесь у них горючая, капец. Вот, и все это ездит, катается. Вот так, ничего не запрещено. Всем привет, Алексей из Германии. И лодочный мотор Yamaha 25N. Итог. Немножко расскажу сейчас в этом видео, что я затратил, что на нем было сделано. Ну и так далее. В общем, двигатель был куплен мною за 1000 евро. Ну, примерно с бензином, что я забирал, получалось 1000 евро. Вот этот на русские деньги около 90 тысяч рублей. Он был куплен. Потом я обнаружил, что нет компрессии. Связался с ребятами из Уссурийска. Договорился с ними. Мы этот моторчик отослали им туда. Что ими было сделано? Ну, кто видео смотрит, знают. Ну, в общем, они коленвал сделали. И поршня расточили. И сапог мне наварили. Вот. Что мы полностью собирали, разбирали все сами. Поменяли сальники, поменяли подшипники, все резинки, резиновые уплотнения на карбюраторе. В общем, практически новый мотор снутри. Ну, он не новый, конечно, можно так сказать. Ну, в хорошем состоянии. Что мне тут осталось сделать? Я сейчас вот хочу только в редукторе масло поменять, мне пришло свежее залить. И все. Ну и когда уже будет у него нормальная смесь, мы его немножко донастроим. В общем, всем доволен. Ребята сделали хорошую работу из Уссурийска. В общем, там цилиндры новые сейчас стоят. Они тоже цилиндры ставили. Кольца новые, все от Yamaha. Все, что могли достать, они достали от Yamaha. Какие-то там мелочи были, что просто не могли купить по времени. Поэтому было, ну, в общем, китайскими, не китайскими, а тайваньскими запчастями заменено. Вот. Ну, там этого очень мало. Там каких-то, по-моему, пару сальников, что-то такое там было. Вот, в основном все Япония. То есть поставили и оригинальные цилиндры, кольца и так далее. По цене. Короче, цена общая обошлась на моторчик мне с таможней, с таможней, с пересылкой, с запчастями совсем, ну, где-то 2300 евро.
Вот, все вместе. То есть те, кто в комментариях писал, он там наварился, у них там это стоит дешево и так далее и тому подобное. Конечно, это мнение имеет право быть. Вот. Но это не так. То есть я мог в очень хорошем состоянии купить, поддержанный, без всяких голодников, этой работы, сборок и всего. Очень много работы было с ним сделано. Вот. Ну а так, сейчас моторчик, конечно, гудит хорошо, работает все. Мы очень довольны. Я, как уже сказал, пацаны хорошо сделали свою работу из уссурийска. Конфеты мы их не слопали. Спасибо им за все. Всем спасибо.